Всем добрый день! Сегодня хочу показать, как буду соединять детали своего костюма. Но прежде чем показать сборку, я хочу рассказать немного о том, как я выкроила свои брючки. Для начала, конечно же, я сложила ткань в два сложения. Вот так у меня была ширина. Принт у меня располагался таким образом, что с одной и с другой стороны кромки белый цвет, а посередине темно-синий. Значит, я сложила пополам. И если бы я раскроила две детали, то есть две половинки брючек таким образом, у меня бы получилась передняя или задняя сторона белая. Допустим, задняя сторона в этом случае белая, а передняя темно-синяя. Но я хотела, чтобы у меня получилось одинаково, да, и спереди, и сзади. То есть я хотела, чтобы у меня сзади была одна половинка белая, другая синяя. И спереди также одна половинка белая, другая синяя. Поэтому вот у меня рисунок мой. Вот так, да, вот он мой рисунок. Я сейчас расскажу, что я сделала. Значит, здесь у меня 5 сантиметров, обхват бедер 100. Здесь у меня 5, сюда я отложила 54 и 10. Понятно, да? Далее, здесь от вот этой вот прямой я отложила 3 сантиметра, здесь 4 сантиметра. Так как у меня ткань эластичная, я не хочу много сборок по талии, то есть у меня позволяет, скажем так, ткань это сделать, да, то есть минимальная здесь будет сборочка. Далее, я вырезала одну половинку, несмотря на то, что вдвойне сложила, и перевернула эту половинку вот таким образом, лицом к лицу, но, получается, перевернула вот так вот валетом, можно сказать, да, и уже по этой детали, по вырезанной, вырезала вторую половинку. И у меня получается, видите, если я вот так вот раскрываю, у меня получится сзади и белое, и синее, и спереди и белое, и синее. Думаю, что я правильно, понятно объяснила. То есть, ну, это если вдруг у вас что-то похожее, да, какой-то похожий принт для брючек. Вот такие у меня будут брючки. Не знаю, похоже я буду на клоуна или нет, похоже это будет на пижаму или нет. Ну а теперь давайте, я сейчас, я не знаю, да, убираю булавочки. Я буду делать, так как у меня ткань достаточно плотненькая такая, я уже говорила, что на ощупь это похоже что-то между масло и джерси. Что-то такое, да, то есть очень-очень эластичная, такая, можно сказать, полушелковистая поверхность, гладкая, очень гладкая изнанка, и, ну, она достаточно такая плотная, достаточно упругая, как джерси, я бы сказала. Поэтому я буду делать все швы в разутюжку. То есть я сейчас откалываю все детали, я скалывала, чтобы показать на себе эту блузочку. Откалываю и каждый срез обрабатываю отдельно. Ну, единственное, что, наверное, я не буду обрабатывать низ. Хотя, может быть, я обработаю. Сразу все срезы обработаю на верлаке. И буду соединять прямой строчкой и в разутюжку. Можно, конечно, все срезы сейчас сшить, не заморачиваться и сшить на оверлоке без прямой строчки, потому что это трикотаж. И так, еще, кстати, мне нужно осноровить низ, я хотела, и просто заутюжить в одну сторону припуски, да, швы. В принципе, можно сделать и так. Но я хочу, чтобы у меня были мягкие, скажем так, срезы, мягкие швы. Поэтому я хочу сделать в разутюжку. Сейчас я сразу осноровлю низ вот из-за этого кусочка. Если вы смотрели первую часть, ну, если вы смотрите вторую, значит, вы смотрели первую, я надеюсь, да? Там я показывала, что мне не хватило на одну половинку спинки, не хватило по длине, да? Не хватило прям вот именно вот прям небольшой кусочек. Вот. И при примерке я поняла, что я могу полностью срезать. То есть у меня будет просто немножко короче блузка. И будет смотреться неплохо. Почему? Потому что, ну, я предполагаю, потому что ткань такая тяжеленькая, и она хорошо на мне сидит. Если бы ткань была легкая, если бы
Ну, в общем, если бы, она тогда приподнялась бы и сидела не так. Поэтому сейчас я сначала все это осноровлю. Так, смотрите, я все-таки хочу немножечко, ну, не хочу я прям сильно вот так вот вырезать, да, не хочу. Я все-таки хочу сделать легкий такой изгиб к боковому срезу. Так. Нет, чуть-чуть поменьше. Чуть-чуть поменьше. Прям легкий такой вот так вот изгиб к боковому срезу. Чтобы она у меня не была по низу просто ровной. Так, и теперь именно вот согласно вот этого выреза бокового, чтобы он у нас сошелся, да, мне нужно вырезать, то есть срезать по низу полочку. Здесь у меня совсем чуть-чуть. Так, наверное, вот так. Уберу один. Так, выровняла. И прям вот так вот. Не делаю внизу никакого баланса по переду. Так, одна половинка полочки готова. Сейчас вторую. Вторая у меня подлиннее. Выкладываю опять ровненько все. Так, здесь мне нужно начать отсюда. Все. Осноровили низ. И теперь можем соединять. Ну, естественно, спинку соединяем по центру. Скалываем, да, вот так вот. Далее я вот так прикладываю полочку с полочкой, соединяю. И определяюсь, где у меня будет заканчиваться шов. Так, сейчас разложу. Вот смотрите, я соединяю по низу, да, ровненько. Дальше у меня идет вот так вот, состыковывается. И там, где у меня соединяется, ну, я чуть выше делаю, вот у меня соединяется, вот где белая горошинка, и примерно выше на 1 сантиметр. Вот здесь я ставлю метку. До этой метки я буду соединять вот этот шов, а дальше у меня уже будет открыто, да, все. Сейчас я иду обрабатывать все срезы, все, которые есть у нас на блузочке. И буду соединять, ну, может быть, покажу, да, как я буду соединять детали, скалывать. Сначала, конечно, мы это все обрабатываем, обязательно все отутюживаем, отпариваем, чтобы швы были ровненькие, потому что это трикотаж, да и вообще даже если не трикотаж, то швы, конечно же, лучше хорошенечко прогладить, отпарить, чтобы они были гладкие, ровненькие, ну, чтобы не было проблем. Итак, я обработала все срезы, но предварительно мне пришлось обработать каждый срез долевичком. У меня долевичок шириной 1 сантиметр, не прошивной, он достаточно тоненький и не доставляет, то есть не придает утолщения дополнительного, да, к срезу. Почему я так сделала? Потому что когда мы с вами сшиваем два слоя, да, ткани, тогда вроде как у меня машинка нормально все это шьет, нормально все это воспринимает. Но почему-то в одиночку, то есть в одинарный слой, она у меня не шьет. Она начинает зажевывать, затягивать нитки. В общем, неприятные моменты такие, да. Я попробовала на кусочки
Попробовала несколько раз, попробовала поменять настройки, но у меня ничего не получилось. В общем, я проклеила долевичком каждый срез на блузочке, да, и все обработала. И, конечно же, все это потом прогладила. Что касается брючек, я на брючках проклеила и обработала только вот эти швы. Низ я не проклеивала, я позже покажу, что я буду делать. Далее, вот эти срезы я не обрабатывала, и вот этот срез я не обрабатывала. Здесь я буду сшивать сразу на верлаке два слоя. Я думаю, что у меня здесь все это сошьется. И далее я буду вот так делать как отстрочку, да, вот здесь сверху. То есть как бы закрепить шов. И здесь у меня будет резинка. То есть я не знаю пока, либо она будет пришивная, то есть пришивной пояс с резинкой, либо я также тоже сделаю тоненькую подгибку, может быть, обработаю на верлаке. То есть я пока об этом не думала, чуть позже об этом подумаю. Вот. А что касается низа, у меня есть специальная клеевая лента, белая и черная, которой очень хорошо фиксируется низ изделия. То есть здесь можно будет обойтись без шва вообще, без строчки. Итак, брючки. Ну, что касается брючек, наверное, я сразу покажу. Вот так вот я скалываю по задней половинке, вот так вот этот шов средний, да. Также я скалываю по передней половинке средний шов. И сшиваю, я уже сказала, на оверлоке. И, как я раньше всегда говорила, делаю плоский шов. То есть этот припуск, или уже будет шов, да, этот шов, я накладываю на одну сторону. Вот так вот, допустим, у меня сшито. Я накладываю вот так на одну сторону и строчу. Можно прямой строчкой, можно зигзагом, можно прерывистым зигзагом, кому как удобно. Здесь, конечно, лучше поменять нитку в тон. Либо белая, если мы сюда будем закладывать, либо темно-синяя, да, если мы сюда будем закладывать. То есть тут нужно будет продумать, смотря куда закладывать. Нитка у меня еще вообще не установлена, то есть машинка не заправлена. Я хотела все сшивать белыми нитками, но вот смотрите, здесь у меня все белое, поэтому я взяла белые нитки. А с этой стороны получается, что белое на синем, да? То есть, если вы не хотите вот такой картинки, то вы меняете, постоянно менять нужно. Вот это обрабатываем, допустим, белыми нитками, вот этот срез, вот этот темными нитками. То есть, тут уже как вам захочется. Знаете, я когда начинаю шить, я думаю, ну тут же как бы и говорить-то нечего. В двух словах рассказал, соединил тут, здесь проклеил, здесь прошил. Но почему-то, когда я начинаю говорить на камеру, да, начинается съемка, и мне кажется, меня просто не остановить, меня куда-то несет. Я нахожу, что сказать. Мне кажется, я говорю даже слишком много. То, что не нужно, неинтересно. Не знаю. В общем, вам решать. Если вам не интересно, просто пролистывайте и все. Значит, смотрите, допустим, я сейчас сшила средние швы по спинке и по переду. Далее вот так разворачиваю, да. Вот они у меня средние швы, я их здесь соединяю. Сшиваю один внутренний шов, шаговый шов, и второй. То есть можно от серединки в одну и в другую сторону, так будет правильнее. Но если, допустим, вы скалываете и сметываете, то можно сшивать сразу одной строчкой сплошной. Далее, я сейчас не буду уже на камеру скалывать, это все потом. Теперь соединяем, как я уже сказала, здесь, так, моя меточка сохранилась, я ее сейчас посильнее наведу. Здесь я буду сшивать до метки. Вот так скалываю. То есть даже, смотрите, даже можно так сделать. Чтобы здесь, видите, разные, как говорится, наклоны, да, разные вырез. Здесь вогнутая, здесь изогнутая, скажем так. Поэтому, чтобы не ошибиться, это, знаете, это как рельефы. Как рельефы сшивать, контрольная точка должна быть, хотя бы одна. Вот я сейчас вот так беру, соединяю вот эту вот контрольную точку, и от нее уже буду шить вниз. И внизу я тоже
соединяю уже по низу. И вот у меня все здесь сходится, все будет аккуратненько, все выправляем, расправляем. Получается, что я здесь сейчас сшиваю от этой метки вот сюда и делаю в разутюжку, да. Дальше, вот здесь я уже ничего не сшиваю, здесь у меня будет, пока не знаю, но какая-то будет застежка. Вот так это будет все просто подворачиваться, да, вот сюда. Здесь это все будет. Я думаю, что здесь я вручную все это сделаю, вот этот уголочек. А дальше, ну, может быть, потайными стежками или клеевой паутинкой, в общем, как-то вот здесь вот. Потому что трикотаж такой, что... Да и вообще, в принципе, лишние строчки здесь, я думаю, будет некрасиво. Вот. Далее сшиваем спинку по центру. Здесь я ничего не оставляю, здесь просто от низа до верха сшиваю, от подола до горловины. И разутюживаю. Потом я накладываю лицом к лицу, сшиваю плечевые срезы. Я много булавочек не буду использовать. Так, на плечах достаточно будет 3 булавочки. Значит, сшиваю плечевые срезы и боковые точно так же. Совмещаем низ блузочки и низ рукава. Вот так, да, по боку. И останется нам только сделать подгибку. Можно, у меня уже все обработано, можно просто сделать, то есть подогнуть один раз и прострочить прямой строчкой. Можно сделать двойную строчку, можно потайными стежками. То есть тут уже как вашей душе угодно. Тоже не буду много булавок сюда тратить. Все понятно, да? То есть мы сейчас соединяем плечевые, боковые швы по центру. То есть мы собираем нашу блузочку. Я уже не буду показывать, как я это все сшиваю, как я это все подшиваю. Горловину, низ и рукавчик я, наверное, обработаю одинаково. Просто сделаю вот так подгибку. Еще раз говорю, строчку я здесь делать не хочу по верху. Я сделаю, скорее всего, клеевой паутинкой, то есть приклею, да. Вот эти все уголочки обязательно высекаем. Все-все-все, где они у нас будут встречаться. Вот здесь, где будет подгибка, вот здесь подгибка будет. Везде все это высекаем. И я буду... вот так приклеивать. У меня есть тоненькая клеевая паутинка, тоже сантиметр. И потайными стежками аккуратненько буду ниткой, иголкой вот это все сшивать. Здесь вот это все лишнее опять же высекать, да. Ну, то есть, я думаю, что понятно. Я не буду здесь уже подробно рассказывать. В общем, я сейчас уже соберу за кадром и покажу вам готовое изделие. Ну, уже не в этом видео, а будет отдельное видео, где я покажу на себе готовый костюмчик. Если будет что еще добавить, то я отсниму. То есть, если мне покажется, что что-то будет важное. Но я думаю, что уже ничего тут важного не будет. Ну вот обработка низа брючин, да, я покажу дополнительно. Но я думаю, что это тоже в отдельном видео я покажу. Сегодня я уже закругляюсь. С вами прощаюсь. Желаю всем классного настроения. Всем пока.